Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Домашняя выпечка всегда вкуснее и полезнее, и вы всегда знаете, что входит в ее состав. Предлагаю сегодня вместе со мной приготовить ореховый пирог с яблоками. А для рецепта мы берем яблоки, орехи, муку, сахар у меня тут в двух пропорциях, масло, яйцо, воду, разрыхлитель или соду. Соду будем гасить уксусом. Яйцо я сказала, ванильный сахар и корицу. Но у меня сахар с корицей. Готовим тесто. В миску перекладываем сахар и будем его растирать с яйцом, маслом и водой. Масло должно быть подтаявшее. Здесь надо уже взять венчик для удобства, чтобы было удобнее разминать масло и смешивать. Вот такая масса должна получиться. Теперь у меня сода, я ее гашу уксусом немножко. Беру муку и просеиваю через сито одну порцию и добавляю соду, гашеную уксусом. Будем постепенно замешивать тесто. У меня получилось вот такое вот мягкое, эластичное тесто. Теперь берем форму диаметром 24 сантиметра, простеливаем снизу пергаментную бумагу. Можно тесто раскатать скалочкой, но я упрощу себе работу. Я его немножко скатаю в шар. Вот так вот сделаю блинчик. Выкладываю на середину и вытягиваю, делая небольшой бортик. Все, готово. Теперь ставим выпекаться вот это тесто в духовку разогретую до 180 градусов. Пока готовится тесто, занимаемся начинкой. Очищаем яблоки от кожуры и натираем их на крупной терке. Измельчаем орехи и добавляем их к яблокам. Добавляем ванильный сахар, корицу, или как у меня сахар с корицей, и вторую половину сахара. Все перемешиваем. Через 20 минут проверяем тесто. Я смотрю, что оно уже так вот приподнялось, и в принципе уже, ну как это, оно не совсем румяное, но уже не сырое. Теперь берем начинку и распределяем ее по поверхности пирога. Начинку лучше всего делать буквально там за 10-5 минут до того, как будете доставать пирог, чтобы она сильно не потекла. То есть она много сока дает. Убираем обратно пирог в духовку, запекаться до готовности. Прошло 40 минут, и мой пирог готов. Ориентируйтесь обязательно по своей духовке. Как только увидели, что тесто подрумянило, значит пирог готов. Оставляем его так остывать. Пирог получается невысокий, из разряда тертых пирогов. Так, давайте посмотрим, что у нас в разрезе. Такое песочное тесто, сразу слышно. Такой вот красавец. Я его даже хочу попробовать. Он еще теплый, но очень сочный, сладкий, вкусный. Самое то для чаепития. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!